Дамы и господа, леди и джентльмены, я представляю вашему вниманию обзор на Roland FP30X. Поговорим сегодня об его функциях, о том, что изменилось по сравнению с предыдущей моделью и почему это самый лучший инструмент до 60 тысяч рублей. Смотрите внимательно, обзор будет долгим и интересным, захватывающим, все как мы любим, как говорится. Привет, YouTube! Меня по-прежнему зовут Артем Сивак, и сегодня мы наконец-таки рассмотрим новую модель от компании Roland FP30X. Я знаю, что вы долго ждали этого момента, долго ждал я этого момента, и наконец-то вот он, тепленький, свеженький, только что с конвейера, можно сказать. В чем его отличие, в чем он так хорош? Модель до 60 тысяч рублей. Внимание, внимание! На самом деле, модель FP30 меня более чем устраивала. Ну, конечно же, там можно было к чему придраться. То есть, были инженеры, которые говорили, ну вот, полифонии там маловато, 128. Ну вот, нет выходов, я вот хочу, чтобы еще выходы были. Кстати, на 30-й обзор я уже снимал, можете посмотреть вот здесь по ссылке. Там все детально, подробно я уже изложил. На самом деле, могу сказать, что FP30 был очень достойным инструментом. Кстати, его снимают с продажи. Если вдруг у вас есть вариант купить его, то спешите. Очень хорошая модель. Так вот, сама по себе модель была очень-очень достойной. Наверное, один из лучших вариантов до 60 тысяч рублей. И зачем было обновлять? Не знаю, но они обновили. Они сделали его еще лучше. Еще. Итак, давайте взглянем поближе. Что мы имеем? 88 клавиш класса PHA-4 стандарт. Что это значит? Это значит то, что здесь три сенсора. Что позволяет лучше считывать в целом нажатие, полнажатие и все остальное. Под слоновую кость, под черное дерево. При первом нажатии мне показалось, что клавиатура стала чуть-чуть тяжелее, несмотря на то, что класс клавиатуры тот же самый, что и на FP30. На самом деле даже приятнее, что они стали еще более настоящие. Более настоящие. А возможно даже лучше, чем настоящие. Она взвешенная, слева чуть потяжелее, к правой стороне они становятся легче. Дизайн также немножко, по крайней мере, у белого изменился, то есть нижняя часть она стала светлее, была черной раньше, теперь светлая. Глобальные изменения произошли с пюпитером. Вот эта подставка, она теперь ребристая. Раньше, когда вы ставили сюда планшет или ноты, они могли съехать, потому что здесь была гладкая, ровная поверхность. Теперь здесь ребрышки, и все надежно, крепко стоит. Формы стали менее округлые, более прямоугольные. Ну и в целом дизайн инструмента стал менее такой плавный, более четкие края, грани. Естественно, что он существует в двух видах, белый и черный. Все по классике. На борту по-прежнему технология Supernatural, то есть это моделирование. Как я уже говорил, Roland славится этой технологией. То есть вы нажимаете клавишу, технология, учитывая силу нажатия, учитывая предполагаемую оплетку струн, предполагаемое натяжение струн, колебания от предыдущего нажатия, каждый раз выстраивает новую волну. Здесь и сейчас. Что это дает? Это дает, конечно же, в первую очередь более широкий диапазон выразительности, скажем так. То есть инструмент откликается на каждое ваше нажатие и соответствует так, как вы хотите, чтобы он звучал. Станиславский кричит в углу: «Верю! Верю!» Теперь здесь не 128 голосов полифонии или полифонии, как мы любим говорить, а внимание, внимание, 256 голосов полифонии. Прекрасно. Акустика здесь 2 по 11 Вт, диаметром по 12 сантиметров, такая же, как на FP30. Что это значит? Это значит, что звук потрясающий, выразительный, очень классно передает нижние, верхние и средние регистры. Претензий никаких абсолютно нет. Теперь, в отличие от Roland FP30, где было 35-36 тембров, здесь тембров встроенных, только встроенных 56. Но если вы еще подключаете по Bluetooth к приложению, то у вас становится порядком 300 тембров. Как вам такое? Кстати, приложение здесь, внимание, друзья, приложение поменяли. Теперь это не Piano Partner, теперь это приложение называется Piano Everyday. Помимо этого, здесь также теперь поддерживается приложение Piano Designer. Об этом поговорим чуть позже. Также здесь обновление в плане Bluetooth, то есть помимо Bluetooth MIDI, теперь есть Bluetooth Audio. Это значит то, что через телефон или через планшет вы можете, ну, грубо говоря, использовать его как Bluetooth колонку. Какую-нибудь запускать песню сюда, играть под
под минусовку, петь под минусовку или просто наслаждаться звуком любимой композиции. Наконец-то появились линейные выходы на левый и правый канал, чтобы можно было подключать внешнюю акустику, либо если вы играете на сцене, прямо вводить на левый и правый канал. Удобно? Не то слово. Вес этого устройства относительно предыдущей модели стал чуть-чуть потяжелее, на 700 грамм, но это по-прежнему портативное устройство. Я боялся, что цена будет, конечно, завышена на это устройство, потому что если FP30 с такими характеристиками стоил в районе 56 тысяч рублей, я думал, что уж вот этот агрегат, 256 полифонии, 300 тембров, превосходная клавиатура и так далее и тому подобное, я думал, что он будет стоить в районе 70 тысяч рублей. Да нет! Я удивился, он стоит 58 тысяч рублей примерно. И давайте сейчас обойдемся без субъективности. Естественно, что у каждого есть пристрастие к клавиатуре, к звуку, но объективно это, наверное, самый лучший аппарат до 60 тысяч рублей сейчас на рынке. То есть никто из конкурентов не может похвастаться такими вот крутыми характеристиками. Ну что, в комплекте, как вы видите, пюпитер, само фортепиано, педаль. Вот такая вот педаль. Ее можно заменить на рояльную. Также это пианино поддерживает трехпедальный блок, что немаловажно, особенно для обучения. То есть, покупая этот инструмент, вы покупаете его на долгий срок. Ну и вам осталось только, опять-таки, докупить подставку. Либо X-образную, либо деревянные ноги. Давайте поговорим про разъемы. На передней панели у нас два выхода под наушники, 3,5 и большой джек. Их можно задействовать одновременно, то есть вы можете заниматься с кем-то в наушниках, сидеть вместе и разучивать пьесы. На задней панели у нас разъем для подключения трехпедального блока, разъем под одну педаль, разъем для флешки, то есть вы можете подсоединять сюда флешку, записывать непосредственно на нее вашу игру. Также, естественно, есть разъем для подключения этого инструмента к компьютеру и использования его как MIDI клавиатуры. Разъем для подключения питания. И вот они, наконец-таки, долгожданные линейные выходы, которых все так ждали, на левый и правый канал. Давайте перейдем от слов к делу, так сказать, послушаем уже. Я по ссылке внизу в описании на Яндекс.Диске оставлю прямо демо-образцы звучания этого инструмента отдельным аудиофайлом. И как обычно, давайте начнем с прослушивания динамического диапазона от тихого к громкому. Ну, то есть, видите, в чем смысл-то? Нет никаких ограничений, по сути, в динамическом диапазоне. То есть, все ограничения в ваших руках. Если они слабые и немощные, то, конечно, громче сыграть вы не сможете. Но программно этого ограничения, в принципе, нет. Но вот она технология Supernatural, что отличает Roland от других брендов. То есть, реально огромный, широкий динамический диапазон. Естественно, есть все призвуки, свойственные настоящему инструменту. Я зажимаю трезвучие. Предполагается, что молоточки над струной поднимаются. Если я зажимаю те же ноты в другой октаве, то вот эти струны, которые здесь в настоящем инструменте, они заводятся. Давайте послушаем тембры и посмотрим, как все управляется. То есть здесь все кнопки управления остались прежними. Включение, выключение, громкость, кнопка Function, с помощью которой осуществляются, в принципе, все настройки, все переключения этого устройства. Банк пиано, банк электропиано, Other, это тона, сплит, разделение клавиатуры, метроном, быстрее, медленнее, встроенные пьесы.
Как я уже сказал, здесь встроенных 56 тембров. Наверное, все уж слушать мы не будем, но давайте послушаем самые основные и пробежимся. Вы нажимаете кнопку интересующего вас банка, допустим, электропиано, удерживаете, и вот здесь все подписано, все написано, нажимаете на интересующую вас клавишу. Аккордеон? Куда же без аккордеона? Ого, появились синты, очень даже достойные синты причем. Кто родился в 90-е? Лайк. Друзья, я хочу дать вам очень важный совет, который, возможно, изменит вашу жизнь навсегда. Прежде чем звонить в магазин, кричать на консультантов, на продавцов, говорить, что что-то там не работает, друзья, вот есть такая вот штука. Называется инструкция. Открываете. Вот на первой странице прямо все написано, какие приложения работают, где какие клавиши за что отвечают. Если это вам не поможет, то, скорее всего, вам поможет просто банальная перезагрузка устройства для заводских настроек. Как это сделать, опять-таки, указано в инструкции. Просто немножечко терпения, друзья, и все будет хорошо. Следующая на очереди балладная. Давайте послушаем, что в банке электропиано. Other. Давайте перейдем в эту категорию. Струнные. Ух ты, скрипочки какие красивые. Ручки, ручки, ручки! Класс! Естественно, что звуки можно соединять, накладывать один на другой. Выбираем основной звук, остается, допустим, пианино. И выбираем второй звук, который будем накладывать поверх. Я хочу другой. Другой. Вот струнные. Нажимайте двумя пальцами, как обычно. Пиано и Other соединяйте и наслаждаетесь. Можно разделять клавиатуру на две части. Метроном. Встроенные пьесы. Ну и можно записать внутрь пианино какое-то одно свое произведение.
давайте теперь поговорим про Bluetooth. Здесь две версии Bluetooth. Один Bluetooth MIDI, Bluetooth Audio. Давайте не так, здесь не две версии Bluetooth, просто здесь есть Bluetooth. По Bluetooth мы можем соединяться с приложениями. Допустим, есть у Roland свое приложение, которое расширяет функционал, добавляет новые тембры, добавляет аккомпанемент к этому инструменту. Короче, очень полезно, и этим нужно пользоваться. Это приложение называется Piano Everyday. Это как бы Piano Partner 2, но только обновленный, улучшенный и более актуальный. Итак, что есть в этом приложении? Здесь есть дневник занятий, то есть он показывает вам, сколько вы занимались на этой неделе, песни, которые можно разучивать. То есть переходим, допустим, вот это, нажимаем, играет, звучит. Вы видите ноты, вы видите, где он играет, можете включить левую, правую руку, ну и как-то заниматься вместе с ним. Также здесь есть аккомпанемент, с помощью Bluetooth он добавляется. Аккомпанементов здесь достаточно широкий выбор, джазовые, поп-композиции и так далее. Для примера поп, старт и поехали. Левой рукой вы задаете тональность, и он начинает вам в этой тональности подыгрывать. Ну, то есть ваши занятия могут проходить не только под метроном, но и под аккомпанемент. Наверное, гораздо удобнее и интереснее. Также здесь есть развивающие игры, слушать ноту, то есть он загадывает вам ноту, вам нужно отгадать, где она находится. Есть также обучалки в плане чтения нот. Вот сюда переходим, нажимаем, он пишет ноту, вы должны угадать, что это за нота. А что это за нота? На самом инструменте экрана нет, то есть вы экономите на экране, вместо этого он у вас есть в телефоне. Дополнительные звуки, вот они, какие-то синты есть дополнительные. То есть помимо 56 тембров, которые есть здесь, здесь открываются еще тембры, их становится около 300. И прямо отсюда вы все меняете, регулируете. Рок-пиано. Чтобы вы понимали, часть тембров есть внутри, 56 видов, и для этого не нужно подключать приложение. Но если вы хотите разогнаться до 300 тембров, то включайте приложение в телефоне. В телефоне есть у каждого сейчас, это не что-то невероятное. Приложение подходит как для андроида, так и для айфонов, так что не беспокойтесь, все будет работать. Так вот, это одно приложение. Но есть еще и второе приложение. Piano Designer. Это просто кладезь для тех, кто любит копаться в звуке. Я уже говорил, что здесь идет моделирование звука. То есть учитывается куча параметров, которые влияют на звук. И удар молоточков, и резонанс струн, всякие оттенки. То есть их можете регулировать сами. Вот копаться здесь прямо. Хотите, отстраивайте вот такие волны. Хотите, ковыряйтесь вот в таких делах. Сингл-тон, любой тон. Но есть уже тембры, которые сделаны за вас. То есть вы можете выбрать приятный для вас тембр. То есть сейчас, смотрите, у нас стандартные настройки FP30X идут по умолчанию. Допустим, я хочу сделать его вот таким. Видите, он более мягкий, такой европейский тюнинг, как написано здесь. Или я хочу, наоборот, сделать его более ярким, таким концертным, с большим масштабом. Или, допустим, я хочу джазовым сделать его тоже. Ну вот, джаз-стейдж. Смотрите. Слышите? Не нужно думать, что он очень замороченный инструмент. Этот инструмент подходит как для новичка, так и для людей, у которых есть уже свои предпочтения в звучании фортепиано, которые уже много лет играют на пианино, потому что все, просто любые требования здесь удовлетворены. Вот такое сложное слово. Функция Bluetooth, она работает не только с приложениями Roland. Сейчас полно приложений, которые поддерживают это соединение. Тот же GarageBand, допустим. Без каких-то шнуров, без лишних заморочек. Прям положили и пишите. Также в серии FP30X появился Bluetooth Audio, что позволяет через него запускать какие-нибудь песни. Или минусовки, или подложки и играть уже под них. Запускайте, кайфуйте, слушайте или занимайтесь под именно минусовку. И заранее хочу ответить на вопрос, который мне сейчас, наверное, все зададут. Нет. Все. Ответил сразу на все вопросы, наверное. Нельзя сюда подключать Bluetooth наушники, друзья. Эта функция здесь не поддерживается, как и в любом другом пианино.
Ну а для более детального сравнения, как вводится по традиции моего канала, я хочу позвать сюда человека, который владеет этими черными и белыми клавишами лучше меня. Олег Бессонов сейчас сыграет для вас что-нибудь интересное, а мы уже понаслаждаемся, послушаем и, может быть, всплакнем даже немножко. Переходите на его канал, внизу в описании, вот здесь ссылка где-то, вот здесь вот. У этого человека есть свои композиции, он играет на гитаре, на пианино, на барабанах, на гуслях, на всем что угодно. Ну, Олег, тебе слово. Как вы видите, по всем объективным причинам это просто какой-то монстр, просто must-have для любого пианиста. Прекрасная клавиатура молоточковая, трехсенсорная, 256 голосов полифонии, колонки по 11 Вт, 12 сантиметров диаметром, Bluetooth аудио, Bluetooth MIDI, любой Bluetooth на любой вкус. Лозунг компании просто, мне кажется, можно записать такой. Огромный функционал, под 300 тембров. Выходы линейные наконец-то появились в этой модели. 3 года гарантии. Ну, то есть я не знаю, что еще вам нужно. Что ж ты за человек, если ты еще думаешь? Беги быстрей! Быстрей! Детальную демонстрацию звука я оставлю по ссылке в описании. Можете перейти на Яндекс.Диск, скачать, послушать все внимательно, оценить, насколько вам приятен этот звук. Скорее всего, он будет либо вам очень приятен, либо восхитительно приятен. Ну и дальше уже выбирать. Также, друзья, прошу подписаться на мой канал, поставить лайк, и, возможно, видео будут выходить чаще. Может быть, даже еще станут лучше, хотя, казалось бы, куда лучше-то уже все. Я разве что динозавры здесь вот не ходят, какие-то спецэффекты компьютерные. И также, друзья, отдельно хочу попросить вас посмотреть вот на эти ссылки моих друзей, которые помогают мне снимать обзоры, помогают мне в этом нелегком бою. Тоже переходите по ссылке, смотрите, чекайте, подписывайтесь, лайкайте. Спасибо.